Здравствуйте, 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 мои дорогие друзья! Вы на канале Иная Реальность. И с вами я, Иная. И мы всегда получаем то, чего желаем. А сегодня я вышла с раскладом. У нас состоится медитация сегодня для друзей группы моей Viber. Если вы еще не друг моей группы, добавляйтесь. И вы сможете свободно принять участие в этой медитации. Медитация будет касаться расширения сознания и работы с 12-м арканом. Я хочу несколько слов сказать для тех, кто даже не будет присутствовать на медитации, что по 12-му аркану у нас проходят очень серьезные и страхи, и блоки, и 12-й аркан символизирует, с одной стороны, то, что нас привязывает к прошлому, да, то, что нас сдерживает, и одновременно он символизирует новое видение, расширенное сознание талантливого человека, который видит мир совсем с иной точки зрения, видит те грани, которых не видят другие люди. По 12-му аркану к нам приходят гениальные мысли, озарения, дары по роду, таланты, поддержка, опека высших сил, потому что там изображено древо миров. Таким образом, в 12-м аркане, сейчас вот хочу его еще раз вам продемонстрировать, хотя наверняка вы многие знаете. В 12-м аркане очень-очень много зашифровано, закодировано смыслов. И вот мы сегодня будем прорабатывать, у нас будет медитация открытия портала 12.12, расширение сознания. Вот он, 12-й аркан. Итак, энергия нового видения. Как вы видите, что здесь мы видим ореол вокруг головы повешенного, который символизирует активность процессов, да, которые происходят у него в сознании. Поэтому мы сегодня посмотрим, что нас сдерживает. Да, вы видите, что повешенный все-таки одна у него нога свободна, а другая нога у него висит, привязана к древу миров. Вот. И здесь мы будем смотреть, что нас сдерживает и что же нас ведет. Что нас ведет. Мы будем рассматривать сегодня в свободном режиме, я думаю, как пойдет. Вот. Так пойдет. Сейчас я посмотрю, сколько будет позиций. Так, если кто-то меня смотрит, пожалуйста, напишите в чате, все ли видно, все ли слышно. И, пожалуйста, если вы не можете писать в чате, значит, вы просто не подписаны на мой канал. Вы просто подпишитесь, и вы сможете проявиться, поработать совместно для того, чтобы доосознаться. Так, я смотрю, сколько сделать позиций. Да, такие серьезные карты выходят, что, честно говоря. Так, здесь у нас выходит 7 позиций. Но 7 позиций это очень много. Очень много. Эфир будет бесконечный. Давайте мы сделаем так. Еще раз спрашиваю. Угу. 3. Ну что ж, 3 мы потянем. Потому что хотелось бы, конечно, только на личной консультации, вы сами понимаете, можно рассмотреть подробненько
именно ваш вариант, да. Вот, но сегодня мы давайте рассмотрим 3 позиции. Так. Будем доосознавать наши ресурсы на самом деле, потому что вы знаете, что и в страхах, и в блоках очень много ресурсов. Чтобы попасть на медитацию, просто напишите либо здесь под видео, что хочу попасть на медитацию, да, либо есть группа в Viber, присоединяйтесь. Если у вас нет Viber, это не проблема. Просто напишите, я вам дам ссылочку. Так, давайте посмотрим, насколько вы готовы к тому, чтобы прорабатывать эти страхи и блоки, да. 3 позиции я сейчас сразу выкладываю. Так, надеюсь, что все поместится. Так, не помещается. Будем убирать. Так, 3 позиции. Вот прекрасно помещается. Готовы ли вы осознать? Сейчас посмотрим. Ваше состояние сознания и психики, да, готовы ли вы вообще нырнуть в эту тему? Так. Что именно вас сдерживает? Давайте посмотрим. Больше всего. Какая тема, какие у вас все-таки Ну и возьмем сразу, я выложу совет высших сил. Сейчас такое огненное полнолуние еще у нас, и информация идет очень интересно и мощно. Будем надеяться, что сейчас нам из потока пойдет много важной и интересной информации. Ну вот уже Геба на обороте подсказывает, что нас слышат. Так, посмотрим второй ряд, что необходимо осознать, какие у вас еще есть страхи. Совет высших сил. И аркан силы на обороте. Представляете, какая энергетика? Да, интересно. Ну, я кладу по одной карте, там посмотрим. Если информация будет идти. Добрый день, Инна. Доброе утро. Пишет неожиданно. Но мы же в потоке. Мы в потоке. А в потоке всегда все неожиданно. И в то же время ожидаемо. Напишите, пожалуйста, как звук, как видео. Так, мы готовимся, еще раз говорю, к медитации.
Так, здесь 2 карты пошло, значит, я так и положу. Медитация, расширение сознания. Канал 1212. Эту медитацию можно делать в любое время, но сегодня 12 число, и я решила использовать эту дату. Но надо же, и здесь 11-й аркан, сила. И здесь у нас 11-й аркан, сила. Да, интересное совпадение, да. И здесь у нас Геба наоборот. То есть, конечно, канал у нас сейчас информационный мощно открыт. У нас 3 позиции. 3 позиции, 1, 2 и 3. Выбираете, куда вас потянет ваша интуиция. Мы будем смотреть, над чем нужно еще работать, что нас сдерживает, какие страхи, какие блоки. Ну что ж, полетели. Первая позиция. Готовы ли вы работать над собой? Хагалас. Конечно, здесь вы хотите кардинально изменить свое мышление. Кардинально. Причем вы не боитесь каких-то неожиданностей, резких осознаний, резких перемен. Вот Хагалас – это стихия, да, внезапная смена планов, новый путь. Здесь люди собрались очень такие прорывные, сильные, вот. Поэтому ничего, конечно, вы не боитесь, это точно по Хагалас. Причем я думаю, что здесь вот идет такая энергетика лидерства. Вы не только можете свое мышление поменять, да, то есть вам хватит сил, чтобы изменить мышление других людей. Вы в потоке, в очень сильном, мощном огненном потоке. И, конечно же, тут вообще интересно, как сейчас пойдет дальше, потому что какие у вас все-таки страхи и блоки, потому что по Хагалас вы не остановитесь ни перед чем, чтобы измениться к лучшему и даже очень мощно изменить свою жизнь. То есть вы к этому абсолютно готовы. Посмотрим, что здесь. Ну, надо же. Так, первая позиция. Здесь собрались, конечно, интересные люди. 2 старших аркана, Хагалас, императрица и аркан Мир. Вы полностью готовы к выходу на новый уровень, но здесь вот возможны целители, лидеры, духовные проводники. Тут энергетика очень мощная. Люди, влияющие на сознание других людей. То есть вы стимулируете процессы в большом как бы масштабе, большом масштабе. То есть от вашей осознанности зависит очень многое. И от того, как вы раскроетесь, как вы проявитесь. Здесь вы, конечно, у вас такой канал творчества открывается, у вас такой колоссальный потенциал, но, правда, по Хагалас, знаете, что я могу вам еще сказать? Прямо сейчас у вас могут идти очень болезненные преобразования в жизни, и вот завершение идет такое большого цикла, оно может быть болезненное, и даже вот идет информация болезни тела, женских особенно органов и систем. Вот здесь все очень много про женщин, и здесь могут быть и воспалительные процессы, какие-то обострения всевозможных заболеваний. Не бойтесь, то есть вот сейчас идет как раз вот куколка становится бабочкой, вы из этого кокона выходите в мир преображенными. Наверное, вот сейчас идет такая информация, что вот именно этот процесс, он для вас может быть и стрессовым, и страшным. Вот сам процесс вот этого преображения, но он всегда очень болезненный. Выхожу я с эфирами всегда поддержать вас. Ничего не бойтесь. Стремительные перемены действительно входят в вашу жизнь неконтролируемые. Не пытайтесь контролировать энергетику Хагалас. Нет, это здесь
все будет, у вас очень положительные арканы вышли, вы полностью готовы к изменениям, что бы ни случилось, даже если вы себя плохо чувствуете, все валится из рук, что-то не строится, все пережить это можно. Все перемелется, мука будет, у вас очень хороший, позитивный здесь настрой и прекрасные перспективы. Ну и теперь самое главное, а над чем же вам нужно работать? Первая позиция. А вот здесь как раз и есть женская энергетика, лагус. Лагус – это вода, это интуиция, психология, это открытие правды о себе. Понимаете? То есть вы многое нового о себе узнаете по 21-му аркану. Конечно, вы раскроетесь по полной, императрица даст вам порыв творчества. И здесь у вас просто вот он идет процесс, понимаете, раскрытие вашей интуиции. Вот, тут вообще я не удивляюсь, если сверхспособности. Ваше женское начало, оно даст вам, конечно, потрясающий новый толчок, новый виток. Вот, ну просто примите. Я сейчас посмотрю, конечно, другие карты, что еще нам говорят, над чем надо работать. Так, девятка чаш перевернутая. Ну, легче относиться к этому надо. Вы немножечко, может быть, знаете, тут такое серьезное мышление, и тут такие серьезные преобразования идут в вашу жизнь, что вы можете потерять присущий обычно вам оптимизм, поникнуть вы можете, вот знаете. Как-то вот хочется вам сказать, гибче будьте, гибче, то есть обходите все преграды, постарайтесь вот перевернуть вот эту карту, чтобы у вас было действительно удовольствие, счастье. Вы немножко недовольны собой, а значит, вы в чем-то сомневаетесь. Значит, все-таки давайте все-таки играть в эту жизнь, я вам так предлагаю. Давайте поиграем и посмотрим, что будет. Давайте не будем заранее огорчаться, что все погибло, все пропало. Давайте принимать себя такими, какие мы есть, и относиться ко всему легче. Ну, не так, значит так, ну, будет как-то будет, все будет хорошо. Здесь вам предлагают избирать позицию обтекания. Видите, здесь вода, здесь чаши. Чаши были в перевернутом виде. Я трактую, что вам не хватает гибкости, игривости сейчас. Именно сейчас, в данный момент. Уж много на вас, скорее всего, пухоголаз, у вас много серьезных таких испытаний идет, и вы зажались. Вот вам нужно расслабиться. Делайте, что хотите. Давайте посмотрим для вас подсказку высших сил, но вам надо расслабиться. Вот здесь идет целительство. Смотрите, обращайтесь к кому нужно. И здесь, кстати, у многих идут проблемы с телом. Занимайтесь собой действительно. Смотрите, у вас идет Тейвас, противостояние препятствиям и храбрость. Давайте так. Все средства хороши на войне. В данном случае вы находитесь в серьезной такой критической ситуации. Целительство – это тоже водная стихия, значит, вам нужно действительно здесь работать с женской энергетикой, но иметь несгибаемую волю к победе. По Тейвас вам говорят противостоять препятствиям, быть очень храбрым, быть воином. И по двоечке быть, опять-таки, гибким, то есть выбирать, пробовать разные методы, пытаться не быть слишком прямолинейным, вот как и по Лагус, то есть будьте внутри тверды, а как бы у вас должна быть стратегия и тактика. Да? Стратегически вы должны выбрать четкий курс, чего вы хотите. Поставьте цель, идите к ней. Но тактически вы должны быть очень готовы к каким-то изменениям, возможным каким-то
вводным ситуациям, когда вам нужно выбирать прямо здесь и сейчас какой-то другой путь. Вот здесь вот смотрите, доосознавайтесь, потому что сегодня на медитации вот по первой позиции я бы вам так хотела сказать, работа здесь с женским аспектом, исцеление здесь необходимо. Давайте вот еще я дополню все-таки, да, ну здесь больше всего женский аспект, тут даже ничего не скажешь, тут у вас рождается новая женщина. Да, но рождаются какие-то очень стремительные роды и очень жесткие условия, понимаете? Вот у одних роды проходят как-то бережно, да, и мягко, а у вас стремительно и жестко. Примите, это вам на благо. То есть вас сейчас Вселенная исцеляет, вы под покровительством высших сил, можете не сомневаться, все, что с вами сейчас происходит к лучшему, больше доверия и удовлетворения собой, больше любви и принятия себя, потому что у вас именно женское начало отвечает за это, любовь и принятие. Давайте вот на это нацеливаемся. Ну, уверена, что было что-то полезное для вас сказанное, и мы переходим ко второй позиции. Первое, это мы смотрим, насколько вы готовы сейчас работать над своими страхами. Ну, вы знаете, здесь пока раскрытие не произошло, здесь действительно очень много блоков, страхов, но все-таки я бы сказала, жизнь вас заставляет, не то чтобы вы готовы, но вы чувствуете необходимость. Здесь вот карта самоконтроля, жертва ради высшей цели. То есть цели у вас есть, и вы знаете, что без того, чтобы поработать над собой, над своими блоками и страхами, вы этой цели не достигнете. Цели у вас большие, цели у вас великие. По наутис вы чувствуете в себе колоссальный потенциал, но в данный момент полностью открыть вы его пока не готовы. Но все же вы готовы делать многое, но вы действуете в очень стесненных обстоятельствах. Я бы сказала, что здесь либо люди делают какие-то первые шаги на духовном пути, либо находятся в очень серьезном экзамене. Вот когда человека оставляют без поддержки практически, но это я говорю уже для зрелых душ, не для новичков. Если вы не новичок на пути, то бывают, когда нас оставляют просто вот без знаний, без подсказок, без руководства. Вот по наутис мы должны вслепую идти. Но это очень серьезный экзамен, когда информация не идет вообще, нас отключают. Вот, и мы сдаем экзамен просто вот без подсказок. Значит, тут вот два варианта. Либо это первые шаги, вот, и человек еще не готов полностью, он еще боится. Либо это уже серьезный очень человек, который сдает свой жизненный урок, проходит серьезный экзамен. Ну, вот видите, аркан дурак, вот идет обнуление, да, и все же, вот смотрите, опять информация раздваивается. Кто-то полностью готов к обнулению, к тому, чтобы оставить в прошлом все, что отжило, да, и пуститься в новый путь, а кто-то все-таки еще цепляется за свое прошлое и откладывает некоторые моменты. Все-таки здесь идет такой момент, знаете, да, я знаю, что это необходимо, но все-таки очень-очень страшно. Наполовину человек готов. А вот над чем действительно необходимо поработать? А вот здесь, смотрите, под Агас, какая прелесть. Здесь как раз идет карта расширения сознания. Посмотреть на это все, на весь свой опыт жизненный, как бы с высоты птичьего полета. Внезапная ясность должна у вас произойти, смена установок и начало. Вот здесь вот энергетика начала, начало нового пути.
Да, но чтобы здесь начать что-то, вы должны как бы вырасти над собой. То есть вот здесь не бег по кругу, да, а здесь вы должны подняться над линией горизонта, возвыситься над обстоятельствами, над собой, расширить свое сознание. То есть такая энергетика отрыва, потому что Дагас — это рассвет, это когда мы восходим сами над собой в своем духе. У нас повышается точка сборки сознания, у нас расширяется сознание. Мы совсем по-другому смотрим на многие вещи. И вот здесь, конечно, страха никакого нет. Вот, то есть нам нужно доверие, раскрытие. Давайте посмотрим, над чем еще работать. Ну, карта радости, счастья, да, то есть вот здесь позитивное мышление, осознание того, что мы находимся в постоянной поддержке нашей семьи, любимых. У кого семья, у кого-то это друзья, да, но в любом случае мы не одиноки. У нас есть попутчики, да, у нас есть духовные проводники, у нас вообще все есть, у нас в изобилии, то есть здесь эмоциональное. Знаете, давайте-ка работайте над своей вот эмоциональной волной, над астральным телом, потому что здесь вот есть такое вот: зажимаетесь и побаиваетесь. Многие из вас очень сильно боятся. Боятся, что жизнь изменится к худшему. На самом деле у вас все хорошо. Отпустить себя и руководство высших сил. Доверие, да. То есть здесь карта доверия. Ну, отпустить себя. Конечно, здесь восьмерка страшного. Есть здесь страхи, есть здесь блоки. Сейчас скажу. Страх будущего. Страх потерять контроль над ситуацией. Да, здесь очень много вот прошлое держит еще вас. Мгм. Да, страх перемен. Доверие должно быть к людям, к семье, к близким. Вообще, вот здесь такая идет интересная энергетика. Осознайте, что все, что вас окружает, это тоже вы. Просто вы проявляетесь по-разному. Вы можете проявляться через близких, через работу, которой вы занимаетесь, творчество. Вы можете проявляться через природу, через все, к чему вы прикасаетесь, вы можете проявляться. То есть вы больше, чем ваше тело. Здесь очень многое нужно понимать, что мы выстраиваем этот мир изнутри себя. Поэтому вам рекомендуют изменить мышление на позитивное. Работа вот здесь с позитивным мышлением. Но вы готовы, по большей степени вы готовы. Но здесь есть еще моменты, которые надо дожимать. Давайте посмотрим совет высших сил для вас. Ну, какая прелесть. Вирт, медитация. Вот как раз медитация, принятие, просветление, ну, вот это все равно, что нулевой аркан, то есть вы сами все знаете, во-первых. Во-вторых, вам очень показаны духовные практики. Медитация для вас просто будет великолепна, вот сегодняшняя, я так думаю, что для второй позиции, ну, она для всех будет великолепна, но для второй здесь просто прямо написали: медитируйте. Если для первой тут у вас идет целительство, то есть целительские какие-то аспекты, здесь идет медитация. Так, осознанность, да, и рыцарь чаш, да, работа с астралом. Здесь будем доосознаваться в медитациях, именно работать с астралом, с тем, чтобы осознавать себя и то, что
А вот наши эмоции – это строительный материал, это энергия, это действительно очень мощная энергия, которая может действительно изменить мир. Вот нам кажется, что ну что могут изменить наши эмоции? Ну вот сейчас я грущу или радуюсь, да, какая разница? Нет, это, понимаете, отрицательные эмоции – это как отравленный воздух. Им невозможно дышать, это все гибнет, понимаете, когда мы испытываем отрицательные эмоции. Вы не имеете права на отрицательные эмоции, не имеете, поймите. Мы все живем во взаимосвязи. Осознайте, что мы взаимно проникаем друг в друга. Это вот когда у мамы болеют дети, я всегда говорю, что лечить надо мать, да, исцеляться надо матери. Почему? Все взаимосвязано. Все взаимосвязано. И здесь вот какая-то семейственность, традиции. Смотрите, здесь тема семьи встает очень серьезно. Если первый расклад здесь ваша личность, индивидуальность, здесь и идут еще проблемы семьи какие-то, темы семьи. Работайте над собой, и у вас улучшится климат в семье. В медитации вам просто очень, у вас повысится точка сборки сознания. Для вас это самый идеальный способ. Надеюсь, информация была полезна, и мы переходим к третьей позиции. Готовы ли вы вообще идти в свои страхи, блоки? Насколько вы готовы? Да. Конечно, Савелла, Солнце. Вы готовы озарить лучом света самые темные уголки своей души. Да, вы уже готовы, конечно, к квантовому скачку, к тому, чтобы выйти на новый уровень осознанности. Здесь люди очень много работали уже. Значит, здесь не, ну, как-то энергетика такая зрелая, вот я чувствую, и потенциал очень большой. Вот здесь тоже человек обладает какими-то способностями целительскими, как я чувствую. Влияние на других людей большое, сила мысли колоссальная здесь. Волевой фактор очень сильный. Но здесь вот энергетика пока еще вот такой момент, что надо самоутверждаться, то есть вот немножко здесь не хватает, как бы здесь еще речь о служении другим людям. Я не чувствую, здесь идет больше энергетика, что мне нужно самоутвердиться. Но человек готов расти, развиваться. Да, здесь есть. Значит, основная тема – это недоверие людям, недоверие пространству. Угу. Будет вам непросто. У вас действительно, вот кто-то из вас больше, а кто-то в меньшей степени проходит урок на веру, на доверие. Ну вот как прыжок веры, да? Многие, наверное, слышали этот термин. Вам нужно совершить прыжок веры. Знаете, тут еще такая идет энергетика. Здесь, может быть, жизнь предлагает вам какие-то ситуации новые, неизведанные. И вам предстоит вот отправиться в такой вот путь, и вы не знаете, что вас ждет. Вот, как говорится, блеск или нищета. Но если говорить, готовы ли вы, да, вы готовы, но не полностью. Вот здесь кто-то очень готов, а кто-то совершенно не готов. Вот такая информация. Давайте посмотрим, над чем же больше всего нужно вам работать. Но здесь вот личностный аспект. Кана, смотрите, здесь много огня, здесь раскрытие своего потенциала. Здесь кто-то не доверяет сам себе. Знаете, вот тут такая идет информация.
неверие в себя. Вот, не верю в себя, что я действительно, у меня получится, я это могу. Так, огненная стихия. То есть вот вам нужно проявить ваш огонь. Огонь, огня. Больше вам нужно огня, да, паш мечей. Вот. И опять 19-й аркан Солнца. Смотрите, да, не хватает не хватает огня, не хватает смелости. Вот здесь не хватает как раз мужских энергий. Смотрите, как интересно. Здесь не хватает такой яркости, напора, понимаете? Напора. Огонь, нужен огонь. Давайте посмотрим, где же взять вам этот огонь, какой совет дают высшие силы. Так, вам нужно здесь по Ансу, знаете, что бы я вам хотела сказать? Да, вам нужно расширять ментальное поле. Для этого вам нужно больше читать, общаться с правильными людьми. Вам нужны информационные потоки. Потоки. Ну, здесь помощь, поддержка должна... Вам необходима помощь, поддержка извне. Если у вас есть духовный проводник, очень хорошо. Если нет, ну, станьте сами для себя духовным проводником или ищите такого. Вам важно услышать нужные слова. Вам очень хорошо заниматься с какими-то, да, медитацией, аффирмацией, там, где вот текст, 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 информация. Вообще работа с информацией, вам нужно расширять сознание, понимать, что информация, она есть во всем. Во всем, к чему вы прикасаетесь, есть информация. Но вот мы, когда путешествуем по местам силы, я учу извлекать информацию абсолютно из любого объекта. То есть можно разговаривать со всем, всем, что нас окружает. Давайте посмотрим информация, да. Да. Да, здесь идет рост сознания. Вам нужно сейчас, вот знаете, вот хочется вам дать вот этот полет, этот прыжок веры, этот отрыв. Приходите на медитацию, либо обращайтесь вот здесь, вот вам нужно, вы понимаете, что? Вот в третьей позиции вам не хватает огня, вам нужен волшебный вот этот пендель для того, чтобы произошло вот это понимание, произошло осознание. Понимаете, вот вам самостоятельно еще очень трудно. Очень трудно. Но работать нужно идти вперед, понимаете? Так, значит, третья позиция, работаем над огненной стихией. Хочу сказать, что в чем у нас еще, ну как можно огонь свой, да, это действие. Огонь отвечает за действие. Поэтому занятие спортом, горячая перченая пища, такая вот, почитайте, можете в интернете посмотреть информацию, чем нужно питаться, чтобы огненная стихия была в теле, чтобы у вас энергетически был всплеск, но все острое такое, горячее. Дальше, значит, движение, спорт, путешествие, перемещение, общение. Здесь вот нужно насытить свою жизнь движением, да, вот привнести какую-то движуху в жизнь. Значит, не кисните, не закисайте, не превращайтесь вот в день сурка, потому что работа с огненной стихией здесь у вас предстоит очень серьезная. Вот, она поможет вам осуществить прыжок веры и раскрыть свой внутренний потенциал. У вас есть колоссальные таланты, колоссальные способности. По Кана у вас потенциал большой. Вот. Но чем смогла, я надеюсь, вам помогла. Вот такой получился у нас расклад.
на 3 позиции, очень интересный, по-моему. Еще раз говорю вам, приходите на медитацию сегодня. И вообще у меня очень хорошо получаются медитации. Я действительно горжусь своими медитациями. Они хорошие, целительские, дают такой эффект. Пишите мне, обращайтесь, я с удовольствием, я даю некоторые медитации только по ссылке. Или послушайте в плейлисте те, что есть у меня в свободном доступе. Поработайте с ними. Благодарю вас за внимание. Приходите ко мне снова и снова. С вами была Иная. И мы всегда получаем то, о чем мечтаем. До скорых встреч. Пока-пока.